Знаете, если сегодня спросить, какой кузов самый практичный, большинство без раздумий ответят – универсал. Хотя самое интересное в том, что создавали его совсем не для семейных поездок. Больше 100 лет назад такие машины с деревянным кузовом возили пассажиров и багаж к железнодорожным станциям. Именно поэтому они и получили название Station Wagon. Со временем дерево сменил металл, а универсал превратился в тот формат, который мы знаем сегодня. Именно поэтому в Европе, особенно в Германии, Швеции и Великобритании, универсалы до сих пор очень любят. Огромный багажник, хорошая управляемость, расход топлива ниже, чем у большинства кроссоверов. Для многих это действительно золотая середина. Сегодня европейские бренды, которые десятилетиями задавали тон в сегменте универсалов, переживают один из самых сложных периодов. И пока они ищут пути выхода из кризиса, в Китае интерес к этому типу кузова стремительно растет. Причем не в привычном виде, а с электрическими и гибридными технологиями, мощностью спорткара и очень привлекательными ценниками. Похоже, универсалы действительно переживают свое второе рождение. И сегодня мы расскажем об одной из самых интересных новинок этого сегмента – 530 лошадиных сил, гибрид, полный привод, универсал, стартовая цена около $24 500. Когда мы впервые увидели такое сочетание характеристик, то сразу решили перепроверить, не ошибка ли это. Но нет, все именно так. Lynk & Co уже открыла предпродажи нового 07 GT. И это как раз тот случай, когда характеристики выглядят слишком заманчиво, чтобы сразу в них поверить. Сегодня разберемся, чем этот автомобиль может заинтересовать не только поклонников китайского автопрома, но и тех, кто до сих пор считал, что действительно хорошие универсалы умеют делать только европейские бренды. Ведь 07 GT – автомобиль, который пытается объединить лучшее из двух миров – европейскую философию и азиатские технологии. Даже если вы пока не особо смотрите в сторону китайских автомобилей, не спешите закрывать это видео. Мы не будем убеждать вас срочно пересаживаться на них. Давайте разберемся, что такое Lynk & Co, потому что это не совсем обычный китайский бренд. Это совместный проект Geely и Volvo, который создавался в 2016 году с прицелом на мировой рынок. В 2024 году компания прошла реорганизацию. 51% акций теперь принадлежит Zeekr, а 49% Geely Automobile. Но главное осталось прежним. За этим брендом все еще стоит опыт Volvo, которая давно входит в китайскую автомобильную группу. От Volvo здесь платформы, безопасность и тот самый европейский подход к настройке шасси. От Geely быстрые технологии, современные электронные системы и эффективные гибридные установки. И самое интересное, многие европейские специалисты отмечают, что по ощущениям от руля, настройке подвески и общему качеству автомобилей Lynk & Co уже ближе к европейским брендам вроде Audi или Jaguar, чем к привычным китайским моделям. Получается интересный микс – европейский характер, китайские технологии и новый взгляд на то, каким может быть современный универсал. Именно это мы и хотим увидеть в новом 07 GT. Внешность 07 GT – это тот случай, когда машина пытается понравиться не только цифрами, но и первым взглядом. Над дизайном работали европейская команда и китайские специалисты, а в основе лежит фирменная стилистика The Next Day с теми самыми узнаваемыми дневными ходовыми огнями. Выглядит это действительно эффектно. Широкая, приземистая машина с хищной внешностью и настроением спортивного автомобиля. Спереди внимание цепляет трехсекционный бампер с элементами, напоминающими клетчатый финишный флаг. А дальше безрамочные двери с двойными стеклами, скрытые ручки, лидар на крыше и даже кованые 19-дюймовые диски в качестве опции. В базе, правда, стоят 18-е. Сзади дизайн не менее интересный. Огромная световая полоса шириной 1354 мм с 204 светодиодами, парящий спойлер над крышей и спортивный бампер снизу. Выхлоп спрятан, но визуально 07 GT старается сохранить тот самый боевой характер. А если хочется еще больше эмоций, есть спортивный пакет с карбоновым спойлером, который добавляет до 52 кг прижимной силы. Но даже без него 07 GT выглядит достаточно эффектно. А теперь немного цифр, потому что универсал – это не только красивый силуэт,
но и практичность. По размерам он получился действительно немаленьким. Длина 4846 мм, ширина 1900, высота 1485, а колесная база 2843 мм. Для сравнения, это даже больше, чем у спортивной Octavia RS в кузове Универсал. Клиренс заявлен на уровне 134 мм, хотя для экспортных версий он может отличаться в зависимости от рынка. По подвеске. Спереди знакомые стойки Макферсон, сзади независимая многорычажка. Все версии получают гидравлическую подвеску с адаптивным демпфированием FSD, а топовый полный привод еще и магниториологическую MRC, то есть настройки становятся еще шире. Весит Универсал почти 2 тонны, но есть и приятный бонус для тех, кто любит путешествия. Он способен тянуть прицеп массой до 1,6 тонны. А теперь самое интересное для владельцев универсалов – багажник. Переднеприводная версия предлагает 614 литров плюс еще 83 литра скрытого отсека под полом. Полный привод немного скромнее – 548 литров и еще 17 литров скрытого пространства. А если сложить задний ряд, получаем уже 1665 или 1599 литров соответственно. Причем производитель продумал мелочи. Пятая дверь открывается настолько высоко, что под ней спокойно можно стоять. В багажнике есть магнитные крепления, розетка 12 вольт. Крючки и дополнительные крепления для груза. И даже задний бампер сделали ровным. Его можно использовать как небольшую скамейку на пикнике. И вот мы подошли к самому интересному. Что же скрывается под капотом этого универсала? Lynk & Co 07 GT получил гибридную систему MP. В основе 1,5-литровый турбомотор на 163 лошадиные силы, электромоторы и трехступенчатая гибридная коробка DHT. Базовая версия с передним приводом получила 245-сильный электромотор, а суммарная отдача системы составляет уже 408 лошадиных сил и 615 ньютон-метра. При этом даже с разряженной батареей заявленный расход – около 5 литров на 100 километров. Неплохо для машины, которая по мощности уже ближе к спортивным моделям. Но если хочется больше динамики, есть полноприводная версия. Здесь добавляется второй электромотор на задней оси, и цифры становятся серьезнее – 530 сил и 765 ньютон. Разгон до сотни – 5,5 секунды. А расход заявлен примерно 5,5 литров на 100 километров. При этом 07 GT умеет ездить и как полноценный электромобиль на каждый день. Батарея литий-железа, фосфатная, емкостью 28,3 кВт-часа, позволяет проехать на электротяге от 130 до 150 км по циклу WLTP в зависимости от версии. А если нужно быстро зарядиться, от 30 до 80% на быстрой станции уйдет чуть больше 15 минут. При полном баке на 60 литров и полностью заряженной батарее производитель обещает суммарный запас хода до 1175 или 1270 км по циклу WLTP. Садясь внутрь, сразу понимаешь, здесь не пытались сделать просто красивый салон, его явно проектировали с мыслью о водителе. Перед тобой скошенный снизу руль с отметкой 12 часов, замша, карбоновые элементы. Все это больше напоминает кокпит спортивного автомобиля. А дальше начинается уже цифровая часть. По центру 15,4-дюймовый экран с разрешением 2,5К. Перед глазами 10-дюймовая приборная панель. А еще есть проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью. Причем яркость достигает 12 тысяч нит, то есть даже в яркий солнечный день вся информация останется читаемой. За всем этим стоит система Lynk Flame Auto 2 и 5 на 5-нанометровом чипе, фактически мозг всего этого цифрового пространства. Но комфорт здесь не только про экраны. Кожа Напа идет уже в базе, передние кресла получили 12 регулировок, подогрев, вентиляцию и массаж. Даже пассажиры сзади не забыты, спинки можно настроить по углу наклона. И есть одна интересная деталь. В центральном тоннеле спрятан холодильник на 5,5 литров. Можно загрузить напитки и не искать первую попавшуюся заправку. Причем он способен работать до 24 часов даже после выключения автомобиля. И завершает все это аудиосистема Harman Kardon с 23 динамиками.
А теперь давайте поговорим о стоимости. Lynk & Co 07 GT уже можно заказать по предварительной цене. Переднеприводная версия оценивается примерно от 24,5 до 26 тысяч долларов, а за полноприводную комплектацию Ультра придется отдать около 27,5 тысяч. Но есть и особая версия, лимитированная 07 GT. У нее необычный синий салон с черными акцентами, а многие опции уже входят в стандартную комплектацию. Правда, таких автомобилей будет всего 1007 экземпляров, а цена составит около 31 тысячи долларов. И самое интересное, Lynk & Co планирует вывести 07 GT на европейский рынок уже в начале 2027 года. Так что, возможно, этот универсал скоро станет не только китайской новинкой, а настоящим конкурентом привычным европейским моделям. Ну что, похоже, универсалы действительно рано списывать со счетов. И 07 GT – хороший пример того, как этот кузов может выглядеть в современном мире. Не просто практичный автомобиль для семьи, а машина с характером, технологиями и очень серьезной динамикой. Конечно, главный вопрос остается открытым. Сможет ли такой универсал заинтересовать европейских покупателей, которые десятилетиями выбирали Audi, BMW и Volvo? Вот это уже будет интересно проверить. А как вы считаете, у универсалов есть будущее? Или кроссоверы окончательно забрали этот рынок? Напишите свое мнение в комментариях. Ну а мы будем следить за Lynk & Co 07 GT и посмотрим, сможет ли этот китаец с европейским характером действительно изменить правила игры. Благодарим, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и делиться своими комментариями. Ваша поддержка для нас бесценна. Желаем вам отличного дня и безопасных дорог. До новых встреч на канале.